Вам кажется, что кран на стройке – это огромная машина? Но это лишь маленькая соломинка, если сравнивать с теми аппаратами, которые я вам сегодня покажу. Я собрал самую эпичную строительную технику от гигантских цементовозов до бульдозеров размером с дом. А в конце вы увидите самый большой в мире кран, который может за раз поднимать 20 тысяч тонн. Только вдумайтесь в эту цифру. И начну с еще одного крана, чтобы вы понимали, какие махины вас сегодня ждут. Вульф 1250B – это высокоэффективный кран, специализирующийся на поднятии тяжелых грузов на строительных объектах. Он обладает впечатляющей грузоподъемностью – до 60 тонн и способен работать со стрелой длиной до 80 метров. По желанию заказчика возможно увеличение грузоподъемности путем увеличения числа витков каната. Этот кран оснащен мощным грузоподъемным механизмом мощностью 132 кВт, позволяющим поднимать грузы со скоростью до 190 метров в минуту в одиночном режиме, который широко используется. Благодаря большой мощности намотки каната на подъемном барабане, этот кран способен работать на высоте до 800 метров, обеспечивая широкий спектр строительных задач на значительной высоте. Но поверьте, не только краны могут впечатлять своими размерами. Литерн L2350 – это гигантский фронтальный погрузчик, который считается самым большим в мире. Он используется для добычи меди в карьере Рэй в США. Его компоненты были доставлены на место изготовления и собраны непосредственно на руднике. При внушительных размерах – высота 6,5 метра, длина 18 метров и вес 263 тонны – его 7-метровый ковш вмещает более 72 тонн грунта. Высота загрузки превышает 7 метров. Движение этой шарнирно-сочлененной машины обеспечивается 16-цилиндровым дизельным двигателем Detroit Diesel объемом 62,5 литра и мощностью 2300 лошадиных сил. Максимальная скорость погрузчика составляет до 15 км в час. А объем топливного бака равен 4000 литров, которые эта махина расходует за сутки работы. Чтобы оценить стоимость обслуживания Литерн L2350, нужно учесть цену каждого из его колес, которая составляет около $105 тысяч за штуку, а также начальную стоимость в размере $7,6 миллиона. Нехило, да? Управление этим огромным погрузчиком относительно простое. В кабине оператора всего лишь 2 джойстика, один для маневрирования по карьеру, другой для управления ковшом. Но если вас этот агрегат не удивил, то просто посмотрите, что еще я вам приготовил, ведь это был только разогрев. Компания Hanyang Heavy Industries из Китая создала эту уникальную машину SLJ-900 для прокладки железнодорожных путей, связывающих Пекин с Монголией. Особенность этой дороги заключалась в том, что она предназначалась для скоростных поездов, требуя минимального количества рельсовых стыков для обеспечения плавности движения. Цифра в названии машины указывает на ее способность транспортировать мостовые пролеты весом до 900 тонн. Эта машина имеет внушительные размеры. Высота достигает 9 метров, ширина составляет 7,4 метра, но самое впечатляющее – ее длина, составляющая почти 92 метра. Весит она около 450 тонн. Одним из значимых преимуществ является возможность мостоукладчика передвигаться по обычным дорогам, что значительно упростило процесс строительства данной инфраструктуры. Кстати, про дороги. Самый большой грунтовый каток в мире, модель BW332 от компании Bomag, может не поражать своими габаритами на фоне других строительных машин, но в своем классе он является настоящим рекордсменом. Его рабочий вес составляет 32 тонны, а максимальная толщина уплотнения грунтового слоя достигает 4 метров. Этот каток находит применение при строительстве дамб, гидротехнических сооружений, а также в дорожном и строительном секторах. Он также эффективно используется для восстановления грунта после горных работ. Ширина полигонального вальца Bomag BW332 составляет 2400 мм, а радиус поворота данного катка 4,3 метра. Невероятный аппарат, который справляется там, где другие не могут.
Предприятие Zoomlion из Китая занимает передовые позиции в разработке специализированной техники. И они в очередной раз доказали это, сделав гиганта, способного подавать бетон на высоту в 101 метр. В основе этой машины лежит семиосный грузовик марки Scania, оснащенный мощным 8-цилиндровым двигателем мощностью 620 лошадиных сил. Шасси от Scania было специально изготовлено фирмой Laxa Special Vehicles. Насосный агрегат был разработан компанией Zoomlion, а впечатляющая стрела длиной 101 метр, состоящая из 7 секций, включая 4 последние, изготовленные из высокопрочного углеродного волокна, была разработана экспертами из известной в мире бетононасосной техники итальянской фирмой Cifa. Liebherr LR13000 – это впечатляющая по размерам и мощности машина. Этот самоходный кран, созданный компанией Liebherr в 2009 году, разработан для работы с грузами весом на несколько тысяч тонн, при этом обладая мощностью силового агрегата более 1000 лошадиных сил. Этот кран предназначен для выполнения уникальных строительных задач высокой сложности, где требуется поднять очень тяжелые грузы. LR13000 активно использовался при строительстве электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и судоверфей. Имея грузоподъемность, впечатляющую 3000 тонн, высота стрелы этого крана составляет 144 метра, а с дополнительной секцией – внушительные 250 метров. Для обеспечения таких уникальных показателей инженеры Liebherr решали сложные инженерные задачи, разрабатывая сверхпрочную стрелу и специальное поворотное устройство. Кран оснащен двумя дизельными моторами V8 общей мощностью 1360 лошадиных сил. Его скорость передвижения достигает до 1,35 км в час. Эта машина имеет массу прицепного крюка до 111 тонн, длину гусеничной платформы около 22 метров, а высоту с максимальным вылетом стрелы 270 метров. Для удобства работы операторов в просторной кабине установлена климатическая система, 3 монитора и интеллектуальная система управления краном. Итальянский автогрейдер, единственный в своем роде по своей мощности и весу, был создан в 1980 году. Его впечатляющий вес составляет 160 тонн, а для обеспечения его работы используются два мощных двигателя Caterpillar. Один мощностью 700 лошадиных сил, а второй 1000 лошадиных сил. Длина ножа грейдера составляет впечатляющие 10 метров. Увы, несмотря на свои потенциальные возможности, этот автогрейдер так и не приступил к выполнению своих обязанностей. Его создание было осуществлено по специальному заказу властей Ливии, однако из-за конфликта Муаммара Каддафи с другими странами мира, из-за подозрений в пособничестве террористам, производителю автогрейдера было запрещено поставлять машину заказчику. В результате этот грейдер, огромный и невероятно мощный, остается без дела на заводе в Италии. Известно, что машина находится в полуразобранном состоянии, ожидая своего нового покупателя. Еще один гигант из Италии весом 183 тонны также был заказан лидером Ливии, но, подобно автогрейдеру, не достиг своего места назначения. Этот бульдозер также оснащен двумя двигателями Caterpillar, каждый из которых мощностью 675 лошадиных сил. Размеры самой машины и приспособлений к ней впечатляют. Вся конструкция имеет длину 12 метров. Отвал составляет 7 метров в длину и 2 метра в высоту, а рыхлитель 3 метра в высоту. Судьба этого бульдозера, так же как и его собрата-грейдера, печальна. Его тоже уже разбирают, но из-за рекордных габаритов я не мог не рассказать вам про эту парочку. Американская модель Roadtec RX900E заслуженно удостоена звания самой прожорливой фрезерной машины. Эта почти 17-метровая громадина, передвигающаяся на гусеничном ходу, способна за один проход удалить до 3,81 метров асфальтового покрытия со скоростью до 36,5 метров в минуту. Этот холодный планировщик, как еще часто называют такой тип техники, оснащен двигателем Caterpillar мощностью 950 лошадиных сил.
и обладает 6-тонным режущим барабаном. Главное не попадаться ему на пути. Барабан, на котором находится 280 зубьев, вращается со скоростью 96 оборотов в минуту и способен проникать в дорожное покрытие на глубину до 36,5 см. Зубья этого барабана эффективно измельчают снятый слой асфальта, после чего материал направляется в следующий за фрезой самосвал для последующей обработки. Эта машина обладает внушительными возможностями по удалению асфальтового покрытия, делая процесс обновления и ремонта дорог более эффективным и быстрым. Шагающий экскаватор Big Muskie с ковшом 4250W, который считается самым крупным в своем классе, проработал в США в течение 30 лет, начиная с 1969 года. Этот гигант, созданный компанией Bucyrus Erie, имел впечатляющие размеры. Высота достигала 68,7 метра, ширина составляла 46,2 метра, а длина – 148,2 метра. Ковш весом 230 тонн, размещенный на 95-метровой стреле, мог за один цикл поднять 168 кубических метров материала. В среднем за месяц машина переносила порядка 2,3 миллиона кубических метров грунта на разрезе. Этот экскаватор передвигался на 20-метровых опорных башмаках при помощи 4 подъемных гидроцилиндров и поперечных цилиндров движения, обеспечивающих ход до 4,2 метра. Однако в 1999 году срок его службы подошел к концу, и владельцы приняли решение о его демонтаже. Для снятия стрелы пришлось взрывать 127-миллиметровые канаты. На данный момент от Big Muskie остался лишь ковш, который превратился в музейный экспонат, храня память о крупнейшем шагающем экскаваторе в истории. Бульдозер Komatsu D575A, хоть и начали производить с 1991 года, он до сих пор остается самым крупным бульдозером в мире. Его впечатляющие размеры составляют почти 5 метров в высоту, 12 метров в длину и 7 метров в ширину. Он оснащен 12-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, который обладает мощностью вплоть до 1150 лошадиных сил. Эта мощь позволяет бульдозеру перемещать до 96 кубометров материала за один раз. Komatsu D575A, несомненно, заслуживает звания одной из самых впечатляющих землеройных машин в мире. Гусеничный кран с двойной решетчатой стрелой CC8800-1 представляет собой мощную машину с двумя стрелами и грузоподъемностью до 3200 тонн. Его максимальная грузоподъемность достигает впечатляющих 44 тысяч тонн. Официальный запуск первого агрегата прошел в октябре на заводе Terex Demag в Германии. Управляющий директор ABG Сакет Агарвал подчеркнул, что кран Twin будет использоваться в области атомной энергетики и для выполнения тяжелых строительных работ. Он также отметил, что есть вероятность расширения работ на новых нефтеперерабатывающих заводах. Bucyrus RH400 – это гигантский экскаватор, который весит впечатляющие 980 тонн. Его внушительные параметры, по-видимому, вдохновили создателей второй части фильма «Трансформеры», где RH400 стал прототипом одного из десептиконов. RH400 способен за один цикл работы с ковшом вместимостью 50 метров в кубе зачерпнуть сразу 100 тонн материала. Для полной загрузки мега-самосвала с грузоподъемностью 350-400 тонн ему требуется всего 4 или максимум 5 циклов. Экскаватор имеет впечатляющую скорость работы. Среднее время одного рабочего цикла составляет менее 30 секунд. Эта машина является образцом высокой эффективности и производительности в мире тяжелой карьерной техники. Асфальтоукладчик Vogel Super 3000 заслуженно носит звание лидера в своем классе. На первый взгляд, он может показаться не слишком громоздким, но его главное достоинство – эффективность рабочего органа. Эта машина способна уложить полосу асфальта шириной до 15,5 метров. Представьте себе, это как размещение 5 полос дороги за один проход. Способность укладывать до 1600 тонн асфальта в час делает этот асфальтоукладчик чрезвычайно производительным.
Для непрерывной работы этого устройства потребуется как минимум рота самосвалов, чтобы обеспечить его постоянное снабжение материалом. Известно, что данная модель является стандартной и, можно сказать, широко используется в промышленности благодаря своей массовости и доступности. Этот кран, способный загружать корабли и собирать огромные конструкции, действительно поражает своим видом. Он способен поднимать объекты на высоту до 30 метров, весом более 20 тысяч тонн, включая, к примеру, целые баржи. Этот гигантский кран, который получил имя Тайсунь в честь горы Тайсунь в провинции Шаньдун, является самым крупным стационарным подъемным краном на планете и был запущен в эксплуатацию в 2009 году. В день проведения первых испытаний кран легко поднял баржу, весившую 20 133 тонны на высоту 30 метров над уровнем воды. Его основной задачей является установка сверхтяжелых надстроек на полупогруженные нефтяные платформы. В результате появления Тайсунь радикально изменились методы сборки огромных морских установок, включая плавучие системы добычи, хранения и выгрузки нефти, а также полупогруженные буровые платформы. Как видите, не только краны и карьерные самосвалы могут удивить своими размерами, но и другая строительная техника тоже. Спасибо за просмотр, подписывайтесь и ставьте лайки, если это видео оказалось для вас интересным, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!